Всем привет, друзья! Сегодня будем вместе с вами собирать трехъярусный торт. Покажем, как это сделать правильно, обратим внимание на важные этапы в сборке любого ярусного торта. Будем работать с вафельной бумагой и расскажем, как надежно и быстро прикрепить такие рюши к торту. А в описании под видео предоставим рецепт финишного покрытия на различные диаметры тортов. После просмотра данного ролика множество существующих вопросов по работе с многоярусными тортами у вас точно отпадет. С вами кондитерская студия «Сестры». Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь, а мы начинаем. На данном видео свадебный торт весом 8 кг и диаметрами ярусов 18, 16 и 12 см. Первый важный момент для многоярусного торта – это подложка. Она обязательно должна быть плотной. Раньше мы делали самостоятельно подложки из пеноплекса. Сейчас сразу покупаем готовые в кондитерских магазинах. Эти подложки необычные, они предназначены для ярусного торта, имеют отверстие под центральную ось и вот такую ступеньку для ее крепления. Использовать обычные подложки без данной ступеньки нельзя, важно обязательно ее присутствие. Такую подложку мы используем для 2- и 3-ярусных тортов весом до 10 кг. Ее толщина 9 мм и для нашего торта сейчас взяли диаметр подложки 35 см. Это достаточно большой размер для данного торта, но за счет того, что снизу будет объемный декор, думаем, размер в самый раз. Вообще диаметр подложки не важен, главное учитывать то, чтобы после выравнивания от самого торта до края подложки было хотя бы по 4 см. Это нужно для того, чтобы в ресторане, когда официанты будут выносить ваш торт, держа его за края, не смазали случайно крем пальцами. Поэтому лучше брать небольшой запас, чтобы за подложку можно было спокойно взяться и перенести торт. А если вдруг у вас нет возможности приобрести именно такие подложки, вы можете сделать их самостоятельно из пеноплекса. Ссылку на то, как это сделать, оставим в описании под видео, а также она сейчас видна в правой части экрана. В любом ярусном торте обязательно должна присутствовать центральная ось. Ось проходит через весь торт и подложку насквозь, и нужна она для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение ярусов четко друг под другом. В случае резкого торможения при доставке или в другой непредвиденной ситуации все ярусы останутся на месте, они посъезжают один за одним. Она продается в длинном состоянии и сразу ее можно подрезать под нужный вам размер. Высота оси должна быть равна высоте всех ярусов и подложки минус примерно 7 см. То есть, если суммарная высота 1, 2 и 3 ярусов вместе с подложкой у нас 38 см, нужно отнять примерно 7. Получается, ось нам нужно было отрезать 31 см. Делаем ось короче, чем суммарная высота всех ярусов, для того, чтобы в верхушку она вошла лишь наполовину. Такая же методика расчета высоты оси будет и для других ярусных тортов. Мы знали высоту каждого яруса торта заранее, так как у нас имеются удобные таблицы, где мы просто высчитываем ингредиенты для нужного нам размера торта и его массы. Если вы не знаете, прикиньте приблизительно, а лишнее потом уберете на самом торте. Многие начинающие кондитеры понятия не имеют, как правильно рассчитать количество ингредиентов, чтобы получить из вашего рецепта торт нужной вам высоты, массы и диаметра. Не знают, как из рецептуры, рассчитанной на круглый торт, сделать изделие кубической формы и наоборот, а ведь это очень важный навык для каждого мастера. Мы решили вас этому научить и подготовили очень полезный обучающий блок «Арифметика кондитера». Если больше не хотите ломать голову в расчетах, хотите иметь уверенность в весе свадебного торта на выходе и перестать уже дарить перевес клиенту или извиняться за недостаточную массу торта, переходите на наш сайт sestrykeks.com и узнавайте подробности. Ссылка будет в описании под данным роликом. У нас ось уже вставлена до упора. Любую поверхность, прикасающуюся к торту, всегда очищаем спиртом или водкой. Теперь можно приступать к сборке. К начинкам применяем такие же правила, как и для одноярусных маленьких тортиков. Бисквит выпекается заранее, нужно дать ему отлежаться в пленке в холодильнике минимум 6 часов. За это время он дозревает, улучшается его структура, он легче разрезается, не крошится так сильно и пропитка не вытекает в итоге. Конфи, ганаши и другое используемое вами наполнение, требующее стабилизации, также готовим заранее. В торт кладем уже стабилизированный продукт. Обязательно пропитываем бисквиты, собираем торт в обычной последовательности, как и одноярусные тортики. На каждый ярус стараемся накладывать одинаковое количество крема. Не обязательно использовать одну начинку, в каждом ярусе может быть разная. Главное, чтобы начинка была стабильной.
Кстати, прежде чем собирать любой ярусный торт, ни в коем случае не нужно брать рецепт из интернета и сразу пускать его в ход. Необходимо приготовить маленький торт, убедиться в его вкусе, стабильности начинки и что с ним будет все хорошо на следующий день при использовании вашего крема для выравнивания. Применение стабильной, отработанной начинки в ярусном торте – это одно из главных правил успеха. Мы также подготовили для вас подробнейшие видеорецепты с самыми популярными начинками среди наших заказов, памятками, временными интервалами в приготовлении для каждого этапа и перерасчетами рецептуры и крема для выравнивания на множество диаметров. Так что кому актуально, заходите на наш сайт, а ссылку вы уже знаете, где взять. Все ярусы мы собрали накануне вечером, чтобы они стабилизировались в холодильнике минимум 6 часов. И только сейчас будем собирать конструкцию. Очень важно расположить ровно первый ярус по центру основной подложки. Чтобы это сделать, можно четко отмерить одинаковое расстояние от края торта до края подложки. Мы для того, чтобы ничего не отмерять, собрали первый ярус уже на отдельной маленькой подложке, равной диаметру данного яруса и с уже имеющимся отверстием под ось. При таком способе важно, чтобы отверстие в маленькой подложке на данном ярусе было больше ступеньки в главной основной подложке, для того, чтобы оно провалилось внутрь ступеньки, иначе будет плохое сцепление. Такие подложки можно заказать у мастеров по дереву, которые вырежут вам отверстия любого диаметра. Для сцепления обязательно наносим немного крема между двумя подложками. И теперь ничего измерять не нужно, так как за счет данной подложки первый тортик идеально ровно расположился по центру. Если у вас нет такой подложки, отмеряем линейкой одинаковое расстояние от края до торта. Сейчас будем устанавливать опорные палочки. Они будут упираться в подложку верхнего яруса, и таким образом вес, который выше, не будет давить на внутренности нижнего тортика, а вся тяжесть уходит именно на опоры и подложки между ярусами. Наличие опор и подложек между ярусами – это обязательное условие в сборке многоярусного торта. В качестве опор будем использовать деревянные палочки. Они должны быть одинаковой высоты, мы их подрезали до нужного нам размера и вставляем в сам торт симметрично друг к другу. А также следите за тем, чтобы опоры не выходили за пределы диаметра верхнего яруса, иначе случится перекос и конструкция будет небезопасна. То есть, если следующий ярус у нас 16 сантиметров, значит данные опоры должны находиться в окружности данного значения. Перед тем, как вставлять в торт, также обязательно обработали опоры спиртом. Сейчас палочки выходят за пределы бисквита, и это допустимо только в том случае, если торт еще без финишного покрытия. Если бы торт был уже выровнен, а вы бы вставляли опорные палочки после его выравнивания, тогда они ни в коем случае даже на миллиметр не должны выходить за пределы крема. Но за счет того, что мы на тортик еще не нанесли финишное покрытие, а выравнивать мы будем его ганашом на белом шоколаде, опоры вставляем на данном этапе, а в процессе выравнивания они скроются в креме и сравняются с покрытием. Если вы так же, как и мы, будете выравнивать торт ганашом, опоры лучше вставлять на данном этапе. Знаем, что у многих мастеров появляются трещины после того, как они выровняли торт, он застыл и начинают вставлять большое количество толстых опор. Вот из-за достаточно широких палочек происходит лишнее давление, распирание изнутри и покрытие может треснуть. Поэтому лучше всего вставлять на данном этапе. Если вы выравниваете, к примеру, кремом чиз, то здесь абсолютно не важно, когда вставлять опоры. Мы приготовили крем-ганаш, он прекрасно подходит для многоярусных тортов. У нас на канале есть отдельное подробное видео по процессу приготовления данного ганаша, а ссылку оставим в описании под роликом. Можно нанести первый тонкий слой, чтобы собрать все крошки, а далее поставим ярус в холодильник для застывания. Второй ярус у нас красный бархат диаметром 16 см. Его мы собрали на плоской поверхности, а сейчас обязательно также ставим на маленькую подложку, в которую будут упираться опорные палочки. Тут размер отверстия может быть чуть больше, чем диаметр оси, чтобы ярусы без усилия потом насаживались. Подложку обязательно слегка промазываем кремом, чтобы обеспечить сцепление с бисквитом. Возвращаем опять на большую подложку, которая, конечно, в конструкции торта не будет использоваться, она просто сейчас применяется для удобства выравнивания и переноса данного яруса в холодильник. Также наносим черновой слой ганаша и убираем охлаждаться. То же самое мы сделали с третьим ярусом.
Все тортики и крем простояли в холодильнике около 20-30 минут. Крем периодически доставали и перемешивали. Он немного загустел, а если бы мы его продержали дольше в холодильнике, то он стал бы еще гуще. Можно довести до удобной вам густоты. Наносим еще один слой и выравниваем. Кстати, одна из причин трещин ганашей и других кремов для финишного покрытия – это недостаточная толщина их нанесения. В описании под видео мы укажем рецептуру, необходимую для выравнивания каждого яруса. Видите, опорные палочки уже совсем скрылись и абсолютно не выходят за пределы крема. Данный ярус не обязательно идеально выравнивать, так как на нем будет объемный декор. Убираем в холодильник и далее приступаем ко второму ярусу. Наносим более плотный слой ганаша, также выравниваем и убираем в холодильник для охлаждения. Бортик на верхушке торта мы не разравниваем. Очень удобно после охлаждения срезать его ножиком. Первый слой самого верхнего яруса хорошо охладился, и вот сейчас показываем, как убирается ножиком застывший бортик крема. Вот таким образом легко обрезается, и в итоге получается ровный край торта. Только остатки застывшего ганаша в общую миску к крему не вносите, так как они останутся кусочками и будут только мешать дальнейшему выравниванию. Обращаем внимание, что данный ярус также уже установлен на маленькую подложку, просто она уже не видна из-за финишного покрытия. Нанесли последний слой, выровняли и убрали в холодильник для охлаждения. Теперь нужно, чтобы покрытие очень хорошо охладилось. Оставляем торты в холодильнике минимум на 50 минут и только потом будем собирать в общую конструкцию. Достали из холодильника два первых яруса. Берем что-то острое, это может быть ножик или шпатель. Аккуратно снимаем второй ярус круговыми движениями с подложки. Спокойно его ставим на руку. Наносим небольшое количество крема на первый ярус для того, чтобы произошло сцепление. И устанавливаем торт. Данный ганаш это не бетонное покрытие, но при этом ненадолго его можно взять в руки и сильных следов на нем, как, например, на креме чиз, не останется. Здесь мы специально делали маленький шаг между ярусами за счет того, что на нижнем ярусе будет объемный декор, который и придаст дополнительный визуальный размер нижнему ярусу. Во второй ярус также вставляем опоры, и за счет того, что он уже полностью выровнен, опоры ни в коем случае не должны выходить за пределы крема и должны быть все одинаковой высоты. Если какая-то из опор будет выше, произойдет дисбаланс в конструкции, и самый верхний ярус может завалиться на бок. Тут будет достаточно 4 опор. Также наносим немного крема и устанавливаем последний верхний ярус. Бортик, как видите, в тортах мы до конца не убирали, так как клиент попросил оставить его в декоре. Стыки между ярусами скрываем остатками крема, убираем все лишнее и разглаживаем неровности. На поверхности верхних двух ярусов нужно нанести мазки. Делаем это мягким ганашом при помощи шпателя. Если у вас торт недостаточно охлажден и вы видите, что финишное покрытие мягкое, лучше перед декорированием еще раз охладить не менее часа. Теперь приступаем к украшению вот такими воланами. Выполнены они из тонкой вафельной бумаги. Для того, чтобы их легко было крепить на поверхность торта, нужно цельный лист вафельной бумаги приклеить к поверхности. Для этого спрыскиваем торт водкой или спиртом при помощи пульверизатора, а сверху прикладываем тонкий лист вафельной бумаги. Все лишнее обрезаем. Теперь разрезаем листы вафельной бумаги вот на такие квадратики. Чтобы скрутить волан, спрыскиваем поверхность водкой или спиртом. Вафельная бумага немного размягчается, и из нее можно сформировать вот такой цветочек. Сразу же его приклеиваем к поверхности торта. Так как вафельная бумага еще влажная, на ней образуется липкий слой, и она легко крепится. Если поверхность начинает подсыхать, просто сверху спрыскивайте еще раз водкой. Не бойтесь, водка быстро испаряется, и ничего на поверхности не останется.
Таким образом, поочередно формируем и приклеиваем вафельные элементы. Для того, чтобы ускорить процесс, можно увлажнить все квадратики одновременно и уже поочередно их складывать и приклеивать к поверхности торта. Можно было, конечно, и не приклеивать целый лист вафельной бумаги на торт, но тогда каждый волан нужно было крепить на растопленную глазурь или мягкий ганаш, что очень долго и не гарантирует надежного сцепления с поверхностью. А делая таким образом, как мы сейчас показали, прикрепляя элементы к цельному листу вафельной бумаги, мы намного упрощаем себе работу и обеспечиваем надежность крепления декора. Можно сделать где-то рюши поменьше, чтобы заполнить ими пустоты. Таким образом, у нас ушло 13 листов вафельной бумаги формата А4. Теперь нужно приклеить акриловый топпер. Делаем это на тот же крем-ганаш. А далее будем декорировать вафельными цветами. Мы уже показывали процесс создания различных вафельных цветов, а ссылку обязательно оставим в описании под данным роликом. Формируем из цветов композицию и аккуратно вставляем в торт. Помните, что вафельная бумага боится влажных кремов, и при контакте с ними она начинает разрушаться. Наш крем — это сухое покрытие, поэтому с цветами абсолютно ничего не случится. Также мы сделали вот такую веточку с листиками, которую покрыли сухим золотым кондурином. Наш торт весом 8 кг, высотой почти 50 см готов. Перед доставкой обязательно отправляем в холодильник минимум на 2 часа, а после чего запаковываем все ярусные наши торты вот в такие большие коробки. Приобрести их можно в кондитерских магазинах, а доставляем многоярусные торты мы сами строго на горизонтальной поверхности. Обычно мы ставим в багажник и включаем кондиционер. Если вдруг торт нужно перевозить на дальние расстояния и вдруг в машине сломался кондиционер, можно на такие случаи приобрести себе термобоксы или смастерить его самостоятельно из кусков пеноплекса, а внутрь вкладываем хладагент или просто замороженные бутылки с водой. Мы показали вам важнейшие этапы в работе с многоярусными тортами, применяя которые ваш торт без проблем доедет до места торжества. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, чтобы не потерять нас. А также напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где мы делимся множеством полезной информации и нашими работами. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. До новых встреч в новых роликах.